Всем привет! В прошлой серии мы учились паять латунь, и сегодня продолжу тренировки, буду набивать руку, попробую изготовить первую несложную деталь из листовой латуни. Думаю, достаточно. Получилось очень хорошо. И теперь нужно аккуратно все это дело спаять. При нагреве деталь будет очень сильно деформироваться. И чтобы не допустить расхождения шва, я стянул это все медной проволокой. Естественно, она также припаяется. Но потом я ее просто зачищу. Можно охлаждать и приступать к дальнейшей обработке. Дальше буду ее выравнивать, потому что пока она немножко такая корявенькая. Ну и деформировалась, естественно, от нагрева. Это происходит с любым металлом. Это неизбежно. Вот предварительно, что получается. Теперь же я придумал фиксировать деталь с помощью струбцин аккуратненько. Держится очень-очень хорошо, все плотненько. Буду использовать медно-фосфорный флюс с 15% серебра. Один новый нюанс при пайке. Ребята подсказали в комментариях, что не надо пытаться расплавить сам флюс, не надо подносить его в огонь. Нужно нагреть деталь, место пайки, до такой степени, чтобы при касании флюса он плавился именно от нагретой детали. В комментариях ребята посоветовали использовать нехромовую проволоку, она, дескать, не прилипает к припою. Ну, сейчас и проверим. Так, ну вот смотрите, такое ощущение, припаялась она так же хорошо, как и медная. А нет, вытащилась. Причем легко очень, рукой. Да, друзья, отдельный совет. И правда, нехромовая проволока вообще не прилипает к припою, получается. И можно легко ее вытащить рукой. Ну все, можно немного обработать и выравнивать цилиндрические детали. Выравнивать буду на токарном станке. Но правда тоже есть свой нюанс. Мне кажется, сейчас нужно подредактировать. Разогреть, чтобы припой вот этот растекся, заполнил вот эти канавки. Иначе, мне кажется, будет огрех при обработке. Сейчас так и сделаю. Специально для этих целей выточил оправочку диаметром немного меньшим, чем моя заготовочка, чтобы потом возможно было все это дело снять. Равнять буду вот с помощью такой самодельной накаточки. Это державка от старого мощного резца. И сюда я прикрепил подшипник. Вот и все. Смотрим на деталь до выравнивания. Вот видите, в этом месте такой большой выступ, неровность. Да и в принципе пока это не круг, а больше, наверное, похож на овал. Это просто ограничитель, чтобы цилиндр не вылетел. И поставлю на подачу.
Немного обрезал на нужный мне размер и продолжаю равнять. Вот так выглядит деталь после выравнивания. Просто идеально. Идеальный круг. Очень качественная поверхность получается. Все, можно припаивать дно. Теперь произведу точные замеры внутреннего диаметра и вытащу сюда специальную вставку. Она нужна для того, чтобы деталь не деформировалась при пайке. Был уже у меня печальный опыт. Замерять буду с помощью любимого своего наборчика. Пользоваться им очень просто. Раз. Разжимаем. Фиксируем. И уже точно измеряем с помощью штангенциркуля. 69,1. Кто захочет приобрести такой же, ссылочку я оставлю в описании. Выточил дно и вставочку. Вот таким образом она вставляется сюда плотненько. И при пайке предотвращает деталь от деформации сильной. Конечно, деталь все равно деформируется, ничего с этим не сделаешь. При нагреве металл ведет. Обратите внимание, на цилиндре вместе пайки, вместе соединения сделал фасочку под 45 градусов небольшую. Чтобы как можно больше припоя осталось на детали после пайки. У меня уже было пару неудачных попыток. Если фаску не делать, то припоя затекает в шов крайне мало. И при шлифовке у меня один раз дно просто отпало. Также пробовал паять изнутри. Получается очень хорошо, очень жестко, очень крепко все держится. Но мне нужны визуальные качества, также изнутри важны. На одной из предыдущих деталей я пытался зачистить внутри лишний припой, зашлифовать все, но также испортил деталь. В одном месте прошлифовал больше, чем нужно. Так что для упрощения задачи буду паять снаружи. Вот таким образом точно подогнал крышку. Еще раз напомню, здесь фасочка небольшая под 45%. И паять буду афлюсованным припоем с содержанием серебра 30%. Вставляю. И сверху прижимаю болваночкой. Вот так. Чтобы ничего никуда не сместилось. Сначала обмазываю флюсом. Но я вам скажу, с каждым разом получается все лучше и лучше, все аккуратнее паять. Получается уже не перегревать деталь. Так что и у вас все получится, просто нужна практика, каждодневная тренировка. Ну и давайте посмотрим, что внутри получилось. А внутри все очень и очень аккуратно. Есть. Ну вот это очень хорошо. Слегка можно будет подшлифовать, и все будет очень красиво. И по той же технологии сейчас сделаю верхнюю крышку. Нужно очень хорошо прогреть место пайки, сразу смазать флюсом, чтобы не окислялся металл. Вот. Ну и дальше следим, ждем очень хорошего прогрева. Вот. И флюс должен плавиться от касания с металлом. Раз. Раз.
Раз. Смотрим. Также внутри все очень аккуратно. И осталось впаять последнюю деталь, кольцо меньшего диаметра, чтобы крышка входила в коробочку. На токарном укорочу я торцую крышку, а вставку вырежу вот с этой детали, так как я делаю ее с запасом. Отрежу кольцо на месте спайки, разрежу пополам, вырежу необходимый кусочек по длине, чтобы подогнать, и заново все впаяю. Подготовил крышку, здесь также снял небольшую фаску. Все, вставляем кольцо. Постарался все очень точно подогнать. И можно приступать к пайке. Паял, потом перестало получаться, перестал плавиться припой. Казалось, газ подошел к концу. Он, в принципе, есть, сопло еще грелось, но не хватало для того, чтобы припой расплавлялся. Заменил баллон, и все. За 2 минуточки все прошло. Отлично. Пайку я закончил. Внутри все по-прежнему очень аккуратно. Теперь это все механически нужно обработать. Немножко на токарном, немножко вручную. Ну и на шлифовальном станочке. Есть. Итак, друзья, давайте наконец посмотрим, что же получается. Вот так все это выглядит. Есть, конечно, небольшие огрехи. А так, в принципе, я считаю, получилось очень достойно. Симпатичный рисунок получается. Вот такой из зашлифовального станочка. Вот так все это дело выглядит внутри. То, о чем я вам говорил, если бы я паял детали вместе изнутри, то здесь бы был неаккуратный припой. И в прошлый раз я пытался его сточить и испортил 2 детали. Первую деталь я испортил, когда паял. Ну, в общем, сами видите, на 4-й детали уже в принципе получается достойно. Я и дальше продолжу тренироваться паять. Это мне пригодится в будущих проектах. Есть определенные задумочки. Навык очень и очень нужный. Можно делать очень прикольные и красивые вещи. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Поддержите видео лайком. Всем пока, скоро увидимся.